В свои 45 лет Алена казалась окружающим воплощением тихой, безупречной женственности. В ее мягком взгляде карих глаз, в плавности движений и ухоженных, всегда аккуратно уложенных волосах ощущалась та особая зрелая красота, которая не кричит о себе, но притягивает взгляды. Мужчины в супермаркетах, коллеги на работе, случайные прохожие на улицах нередко задерживали на ней взгляд. Уважительный, подмечающий ее природное обаяние. Но Алена этого словно не замечала. В ее мире существовал лишь один центр притяжения – ее семья. 15 лет брака с Артемом она выстраивала как святилище. Она растворилась в детях, 6-летнем сынишке и 3-летней дочке, отдавая им каждую секунду времени. Она была из тех женщин, для которых верность – не обязанность, а естественное состояние души. За все годы она ни разу не позволила себе даже тени флирта, считая, что настоящая любовь требует абсолютной чистоты. Муж Артем был преуспевающим человеком, построившим хорошую карьеру. Алена гордилась им, обустраивала их большой дом, встречала его горячими ужинами, сглаживала бытовые острые углы и искренне верила, их союз – это надежная пристань на всю жизнь. В тот осенний вечер Артем уехал в очередную, как он сказал, чрезвычайно важную суточную командировку в соседний регион. Алена, искупав детей и уложив их спать под тихую сказку, наконец опустилась в кресло на кухне. В доме царила благостная, уютная тишина. На столе остывала чашка травяного чая. Вдруг экран телефона, лежащего на столе, бесшумно вспыхнул. Вибрация прорезала тишину. Алена взяла телефон. Сообщение от незнакомого номера. Она нажала на уведомление, еще не зная, что в эту самую секунду ее привычная, выверенная до мелочей жизнь рушится в мелкую крошку. На экране светился текст от завистливой высокомерной сотрудницы из компании Артема, женщины, с которой Алена пару раз пересекалась на официальных банкетах. «Привет, идеальная жена. Передай Артему, что он забыл у меня свои золотые часы на ночном столике. И передай, что командировка удалась на славу. Перестань быть наивной дурой. Он давно принадлежит не тебе». А следом пришла фотография. У Алены мгновенно перехватило дыхание, словно из легких разом выкачали весь воздух. На снимке, сделанном при мягком свете ночника, в чужой спальне спал Артем. Его лицо было расслабленным, а рука привычным нежным жестом обнимала за плечи обнаженную женщину, делавшую этот селфи-кадр. Земля ушла из-под ног, в ушах зазвенело так оглушительно, будто рядом разорвался снаряд. Кровь отлила от лица, а в груди вспыхнула такая дикая, разрывающая на части боль, что Алена согнулась пополам, хватая ртом воздух и сжимая грудную клетку руками. 15 лет. 15 лет полной отдачи, ночею детских кроваток, отказа от собственных желаний, безграничного доверия. Вся ее верность, вся ее чистота были растоптаны, скомканы и выброшены в грязь одним этим снимком. Боль была не просто эмоциональной, она отозвалась физической тошнотой, паникой и яростным жгучим огнем, охватившим весь ее организм. Внутри что-то надломилось с оглушительным треском. Привычная тихая Алена исчезла в одну секунду. На ее место пришла женщина, отравленная предательством и ведомая глухим, безумным порывом вырваться из этих стен, где каждый предмет теперь напоминал о лжи. Дрожащими, не слушающимися пальцами она набрала номер свекрови. «Валентина Ивановна!» Голос Алены прозвучал настолько сухо и звеняще, что на том конце провода наступила пауза. «Через 30 минут вы должны быть у нас». «Аленочка, что произошло? Что за тон? Ночь на дворе». «Ваш сын в командировке», – чеканя каждое слово, выплюнула Алена. «А мне нужно срочно уехать. Если через 30 минут вы не приедете, 6-летний внук и 3-летняя внучка останутся в квартире одни. Выбирайте».
Не слушая возмущенных криков свекрови, она бросила трубку. Алена положила в дорожную сумку первую попавшуюся одежду, даже не соображая, что именно берет. Ее колотило, как в лихорадке. Куда ехать? Мозг судорожно искал точку на карте, где можно было бы спрятаться от этой адской боли. И тут в памяти вспыхнул образ. Полгода назад ее близкая подруга отмечала юбилей за городом, в местечке Сосновый берег. Там, среди старых сосен у самого озера, сдавались бревенчатые домики. Алена вспомнила, как на том празднике к их компании присоединился сосед по участку – Александр. Высокий, статный мужчина с глубоким, внимательным взглядом. Он весь вечер оказывал Алене тонкие, невероятно уважительные знаки внимания. Принес для нее плед, когда похолодало, и подарил букет диких цветов. Тогда Алена лишь вежливо улыбнулась, мягко отстранившись и дав понять, что замужем и свято хранит верность. Но сейчас, в этом угаре боли и унижения, образ Александра, его сильных рук, его спокойного, защищающего голоса вспыхнул в ее сознании, как единственный спасительный маяк. Прямо на ходу, спускаясь к машине, она забронировала этот домик на сутки через приложение. Свекровь примчалась бледная и растерянная. Алена молча сунула ей в руки ключи, не отвечая ни на один вопрос, выскочила в подъезд и села за руль. Над городом уже сгущалась ночная буря. Черные тучи обрушились на землю стеной проливного дождя. Дворники на лобовом стекле едва успевали счищать воду. Алена вела машину, абсолютно не чувствуя скорости. Слезы жгли глаза, превращая огоньки встречных автомобилей в расплывчатые кроваво-красные пятна. Она кричала в пустом салоне машины, выбивая ладонями дробь по рулю. Пыталась выплеснуть эту адскую боль, которая жгла ее изнутри. Кое-как, добравшись до лесного массива, она съехала на размытую грунтовку. В этот момент шторм достиг пика. Ветер с ревом гнул сосны. Молнии разрывали черное небо. И прямо в момент, когда Алена заглушила мотор у деревянного домика, на веранду с треском обрушилась тяжелая сосновая ветка. Стеклянная дверь веранды разлетелась вдребезги, и в доме мгновенно погас свет. Алена вошла в темный, холодный домик. Вокруг бушевала стихия. Через разбитое окно в помещение ворвался ледяной ветер, неся с собой брызги дождя. Оказавшись в полной темноте, обессиленная, отравившаяся собственной болью, Алена опустилась прямо на деревянный пол у потухшего камина, обняла колени и зарыдала, раздирающе, навзрыд, отдавая ночному шторму все свои растоптанные чувства. И в этот момент сквозь шум дождя на крыльце раздались тяжелые быстрые шаги. В дверь громко и уверенно постучали. «Есть кто живой? У вас свет погас!» Раздался за дверью сильный, знакомый бархатистый голос. Алена на ощупь подошла к двери и с трудом отперла засов. На пороге с мощным фонарем и ящиком с инструментами стоял Александр. Намокшая куртка, капли воды на волосах и тот самый глубокий пронизывающий взгляд. Увидев ее, растрепанную, с опухшими от слез глазами, дрожащую от холода и горя, он замер. «Алена?» Тихо, с неверующим изумлением произнес он. «Это вы? Боже мой, что с вами произошло?» Александр мгновенно шагнул в дом, не дав ледяному ветру сдуть Алену с ног. Захлопнув дверь, он заблокировал проход от порывов шторма, бросил ящик с инструментами и подошел к ней. Его присутствие подействовало как мощный заслон от бушующего снаружи хаоса. За считанные минуты Александр заколотил разбитую веранду плотным щитом фанеры, прекратив сквозняк, наносивший в комнату дождевую морось. Наведя порядок с окном, он принес сухое полено, быстро и умело разжег камин. Вскоре комната заполнилась мягким, живым золотистым светом. Пляшущие языки пламени отбрасывали теплые отблески на бревенчатые стены. Александр постелил прямо перед огнем большой шерстяной плед. Принес из своего дома бутылку глубокого, терпкого красного вина и налил 2 бокала.
Алена сидела на пледе, сжавшись в комок. Ее все еще колотила мелкая дрожь, не столько от осенней прохлады, сколько от выжигающего эмоционального истощения. Александр опустился рядом с ней. Он не стал задавать лишних вопросов и допрашивать ее. Он просто аккуратно, с бесконечной мужской нежностью, накрыл ее дрожащие, похолодевшие пальцы своей широкой горячей ладонью. «Расскажи», – тихо, бархатным шепотом произнес он, глядя ей прямо в глаза. «Выплесни все сюда, Алена, не держи в себе, тебе станет легче». И ее прорвало. Сквозь подступающие слезы, задыхаясь от рвущих грудь эмоций, Алена выплеснула ему все. Про 15 лет безупречной верности, про то, как отдавала всю себя без остатка семье и детям, отказывалась от своих желаний, про мерзкое сообщение, про фотографию спящего Артема в чужой постели и про ту адскую невыносимую боль, которая в одну секунду превратила ее прошлую жизнь в пепел. «Он просто растоптал меня, уничтожил!» – рыдала она, закрывая лицо руками. «Я была для него просто удобным бытом, кухаркой, прислугой. Он даже не смотрел на меня последние годы. Я забыла, когда в последний раз слышала от него простое «ты красивая». Александр слушал ее молча. В его карих глазах закипала суровая, тяжелая мужская злость на человека, который не сумел уберечь такое сокровище. И одновременно разгоралась невыразимая глубокая нежность к самой Алене. Он протянул руку и кончиками пальцев осторожно вытер слезу с ее горячей щеки, заправляя выбившуюся прядь за ухо. «Он слепец, Алена», – тихо, но с железной уверенностью произнес Александр, подсаживаясь ближе. «Ты невероятная, живая, невероятно красивая, глубокая женщина. Ты не заслужила этой грязи ни на одну секунду». Его прикосновение подействовало как электрический разряд. По коже Алены пробежала волна горячих мурашек. В этот момент в ее душе переплелись два мощнейших чувства. Дикое, отчаянное желание смыть с себя липкое чувство унижения от измены мужа и огромная, накопленная годами тоска по настоящему теплу. Она вдруг остро, до боли осознала, как давно ее никто не обнимал с таким теплом и страстью, как давно на нее не смотрели с таким восхищением, не как на мать двоих детей или хозяйку дома, а как на желаемую женщину. «Поцелуй меня», – прошептала она, глядя ему прямо в глаза. Голос ее дрожал. «Пожалуйста, сделай так, чтобы я забыла все». Александр замер на мгновение, а затем бережно, но с безудержной, давно удерживаемой страстью накрыл ее губы своими. Это был не просто поцелуй, это был настоящий взрыв. Все аргументы разума, прошлые запреты и страхи сгорели в одну секунду под оглушительный шум проливного дождя за окном и треск сосновых дров в камине. Алена ответила на поцелуй с той отчаянной, всепоглощающей страстью, на которую способна только долго голодавшая по любви душа. Она обняла его за шею, пальцами впиваясь в его плечи, притягивая к себе ближе. Александр аккуратно подхватил ее на руки, укладывая на мягкий плед у камина. В золотом свете огня его прикосновения были невероятно сильными и одновременно чуткими. Каждое движение его рук, каждый поцелуй, оставляемый на ее шее, плечах и губах, заставлял ее сердце биться в бешеном ритме. Когда их тела слились в едином порыве страсти, Алена закрыла глаза. В ее голове проносились мысли о том, насколько разительным был этот контраст. Муж годами воспринимал ее как данность, а в руках Александра она ощущала себя единственным центром вселенной. Каждый его шепотом произнесенный комплимент, каждый горячий вздох смывал липкую грязь предательства Артема.
Это была ночь не просто мести, это было ее исцеление. В огне этой вспыхнувшей страсти Алена не чувствовала вины. Она переродилась, сбросив с себя груз многолетнего одиночества вдвоем. Утро встретило их звенящей тишиной. Шторм утих, и сквозь щели в жалюзи пробивались первые теплые золотистые лучи летнего солнца. Алена проснулась на пледе, ощущая на своей талии сильную, теплую руку Александра. Он не спал, он лежал рядом, подперев голову рукой, и смотрел на нее с бесконечной тихой нежностью. «Доброе утро, моя прекрасная!» Тихо улыбнулся он, касаясь губами ее плеча. «Доброе утро!» – ответила Алена, и впервые за долгие годы ее улыбка была абсолютно чистой и свободной от боли. Внутри больше не было той разрывающей груди паники. На ее место пришла сухая, гордая и звенящая уверенность в себе. В тот же день она вернулась в город. Артем уже ждал ее дома, растерянный, с помятым лицом после жесткого разговора со своей матерью. Увидев Алену, спокойную, с гордо поднятой головой и с абсолютно холодным взглядом, он бросился к ней. «Алена, где ты была? Что за выходки? Мама сказала, ты уехала ночью». Алена молча достала телефон, открыла ту самую фотографию из чужой спальни и повернула экран к нему. Артем мгновенно осекся, краска сошла с его лица, он забормотал что-то бессвязное, пытаясь оправдаться, лепетать про случайность и ошибку. «Не надо, Артем!» Спокойно, без единой слезы перебила его Алена. «Не унижайся, наш брак окончен, я подаю на развод». «Ты разрушишь семью из-за глупости?» – выкрикнул он. «Семью разрушил ты, а я просто забираю свою жизнь обратно». Развод прошел быстро и честно. Алена не пролила больше ни единой слезинки, а через 3 месяца, уложив вещи и забрав детей, она переехала за город. У небольшого светлого дома у озера их встречал Александр. Он с улыбкой обнял детей, подхватил сумки и посмотрел на Алену так, как смотрят только на самую любимую женщину на свете. И, взглянув в его глаза, Алена точно знала, ее настоящая счастливая жизнь только начинается. Спасибо, что дослушали этот рассказ до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.